Всем привет! Предлагаю связать сегодня со мной вот такого петушка. Ростом он получился у меня 18 сантиметров. Что для этого нам понадобится? Пряжа 6 цветов. У меня это Yarnard Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил. И номера. Желтый это 67. Так, красный 90, 61, 11, 63 и номер 7. Все номера я также еще оставлю под видео. Также буду вязать крючком 2 миллиметра. Понадобится наполнитель, у меня это холофайбер. Глазки просто обычные приклеиваются, пластиковые глазки, диаметр 10 миллиметров. Ножнички и иголочка для того, чтобы спрятать кончики. У кого появилось желание связать такого петушка, присоединяйтесь. Вяжем деталь туловище, голова. Вяжется она одной деталью. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем первую петельку. В колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. Второй ряд. В каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида. В первую 2 столбика, во вторую. И так в каждую петельку из 6 петель провязываем по 2 столбика. Провязали в каждую петлю по 2 столбика, у нас получилось 12 петель. Берем маркер для обозначения начала ряда. Вяжем третий ряд. Провязываем 1 столбик. В следующую петлю прибавка 2 столбика. И опять 1 столбик. В следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд. Провязываем в первую петлю столбик без накида, во вторую петлю столбик без накида, в третью петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика ровно, в третью петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Пятый ряд. Провязываем 1 столбик, в следующую 1 столбик, в третью петлю 1 столбик, в четвертую петлю прибавка. Так провязываем до конца ряда. 3 столбика ровно, в четвертую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика ровно, 1, 2, 3, 4, в пятую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 4 столбика прибавка. В конце ряда у нас будет 36 петель. Седьмой ряд. Провязываем 5 столбиков ровно, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую петлю прибавка. Так провязываем 5 столбиков в шестую петлю прибавка. В конце ряда у нас будет 42 петли. Восьмой ряд. Провязываем 6 столбиков ровно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петлю делаем прибавку 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. 6 столбиков в седьмую прибавка. В конце ряда у нас будет 48 петель. Провязали 8 рядов, у нас получилось 48 столбиков. Теперь с 9 по 17 ряд нам нужно провязать ровно по 48 столбиков в каждом ряду. С 9 по 17 ряд это получится 9 рядов. Провязали 9 рядов
по 48 столбиков. Вот такая вот деталька получилась. Теперь будем вязать 18 ряд. Начинаем делать убавки. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем убавку. За передние стенки петли первую петельку, вторую петельку подхватываем и провязываем столбик без накида. И опять также провязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. И далее делаем убавку за передние стенки петли. Первую, за вторую. И провязываем столбик без накида. Так вяжем до конца ряда 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. 19 ряд провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И далее делаем убавку за передние стенки петли. Так провязываем до конца ряда 5 столбиков убавка. В конце ряда у нас будет 36 петель. 20 ряд провязываем без изменений 36 столбиков по кругу. 21 ряд провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Так провязываем до конца ряда 4 столбика убавка. Так, у нас получится в конце ряда 30 петель. Далее 3 ряда, 22, 23 и 24 ряд провязываем без изменений по 30 столбиков по кругу. 25 ряд провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее делаем убавку. Так провязываем до конца ряда 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Далее провязываем с 26 по 35 ряд по 24 столбика без изменений в каждом ряду. Это получится у нас 10 рядов по 24 столбика. Провязали 10 рядов по 24 столбика. Вот что получилось. Теперь нужно наполнить эту детальку наполнителем. Наполняем довольно плотненько. Вот такой формы игрушечка у нас получается. Вяжем 36 ряд. Провязываем 2 столбика убавка. 1, 2. Далее провязываем убавку. 5, 1, 2 и убавка. И так до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петель. 37 ряд провязываем 1 столбик. Далее делаем убавку. Так повторяем еще 5 раз. Столбик, убавка. В конце ряда получится у нас 12 петель. Теперь нужно до конца наполнить игрушку. Вот так вот. Теперь нужно сделать 6 убавок подряд. 1, 2, 2, 3,
4, 5 и 6. Теперь ниточку вытягиваем, отрезаем. И нужно ее сейчас спрятать, будет, стянуть петельки. Сейчас иглой надо будет. Нужно еще будет наполнить до конца наполнителем пространство. И теперь стягиваем петельки. Берем за передние стенки петли иголочкой. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И стягиваем отверстие до конца. Затем в серединку продеваем иглу, выводим где-нибудь сбоку. Так вот. И обрезаем. Все, туловище, голова готово. Берем пряжу желтого цвета, будем вязать верхнюю часть головы. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. Второй ряд. В каждую петлю нужно провязать по 2 столбика без накида. Так провязываем 6 раз. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Берем маркер, вяжем третий ряд, провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка, 2 столбика. Так вяжем до конца ряда, столбик прибавка. В конце ряда получится 18 петель. Четвертый ряд провязываем 2 столбика, в третью петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика в третью петлю прибавка. В конце ряда получится 24 петли. Пятый ряд провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Следующую петлю провязываем прибавку. Так вяжем до конца ряда 3 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Далее 11 рядов с 6 по 16 ряд провязываем 30 столбиков по кругу без изменений. 17 ряд провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. В следующую петлю провязываем прибавку. Так вяжем до конца ряда 4 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. Далее 18 и 19 ряд провязываем без изменений по 36 столбиков. Вяжем 2 ряда по 36 петель. 20 ряд провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю провязываем прибавку. Так вяжем до конца ряда 5 столбиков прибавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. 21 ряд провязываем без изменений 42 столбика по кругу. Далее будем делать обвязку такими ракушками. Раппорт узора состоит из следующих петель. Значит, делаем 2 столбика с накидом в одну петлю, 1 столбик с накидом, делаем накид в эту же петлю
еще один столбик с одним накидом. Далее во вторую петлю делаем 2 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида, сюда же столбик с 2 накидами. Далее в третью петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Опять накид, сюда же вот так вот. И в четвертую петлю провязываем соединительный столбик. Вот такая ракушка получается. Еще раз. В следующую петлю делаем 1 накид и провязываем столбик с одним накидом. Еще раз накид, в эту же петлю столбик с одним накидом. Во вторую петлю 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Еще раз 2 накида, сюда же столбик с 2 накидами. В третью петлю 2 столбика с одним накидом. В четвертую петлю соединительный столбик. И так провязываем до конца ряда. В первую петлю 2 столбика с одним накидом, во вторую петлю 2 столбика с 2 накидами, в третью петлю 2 столбика с одним накидом и в четвертую петлю соединительный столбик. Вяжем до конца ряда. Так, все, провязали до конца ряда. Так как у нас раппорт состоит из 4 петель, а у нас 42 петли, да? Получается у нас 10 ракушек и еще 2 лишние петли. Поэтому где-то в 2 местах можно будет после соединительной петли одну петельку пропустить и в следующую провязывать следующий раппорт. Вот так 2 раза сделать, и тогда все будет ровно. Вот такая деталька получается. Теперь делаем соединительный столбик, закрепительную петлю, вытягиваем, обрезаем и ниточку прячем с обратной стороны. Все, вот одеваем ее на первую детальку, которую мы вязали. Вот такая у нас получилась туловище, голова. Вяжем гребень. Для этого сначала нам нужно связать 3 зубчика одинаковых. Провязываем в колечко 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Второй ряд провязываем столбик без накида, в следующую петлю прибавка. 1 раз, затем в следующую петлю 1 столбик, в следующую петлю прибавка 2 столбика и третий раз 1 столбик без накида и в следующую петлю прибавка. У нас получилось 9 столбиков. Теперь нужно третий и четвертый ряд провязать без изменений по 9 столбиков. Вот я провязала третий, четвертый ряд по 9 столбиков. Нам нужно провязать одинаковых таких 3 детальки. На 2 детальках мы, когда провяжем вот 9 столбиков, в следующую петлю делаем соединительный столбик, закрепляем ниточку и обрезаем на 2 детальках. А на третьей мы не обрезаем, будем соединять их. Так, ставим маркер, чтобы не ошибиться. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем будем соединять. На этой детальке провязываем неоконченный столбик. Так вот продеваем ниточку. И на второй детальке также провязываем 1 неоконченный столбик. И теперь 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее по этой же второй детальке провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем присоединяем третий зубчик.
на этой детали один неоконченный столбик. Здесь тоже. И 3 петли провязываем вместе. Затем по третьему зубчику провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь на этом зубчике тоже один неоконченный столбик, на втором зубчике один неоконченный, и 3 петли вместе провязываем вместе. Затем по вот этому перышку, так, где у нас было вот это, провязываем 2 столбика. 1, 2. Затем в следующую петлю неоконченный столбик, потом в следующую петлю первого зубчика провязываем вместе. И до конца ряда у нас остается еще 3 петли. Провязываем. Вот у нас получилось 23 петельки по кругу. Теперь 6 и 7 ряд нам нужно провязать без изменений по 23 петли. Вот я провязала 2 ряда по 23 столбика. В следующую петлю провязываем соединительный столбик и оставляем длинный конец для пришивания. Вяжем клюв. В кольцо провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затягиваем. Теперь нам нужно провязать 3 прибавки в эти 3 петли. Провязываем в первую петлю. Конечно, неудобно, но надо. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, и в третью петлю 2 столбика. Так вот. Затягиваем, чтобы придать форму. Вот у нас получилось 6 петель здесь. Третий ряд провязываем столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Так нужно провязать 3 раза. Так. Далее столбик без накида, следующую петлю прибавка 2 раза и третий раз столбик без накида и прибавка. Получилось у нас 9 петель. Теперь нужно 4 и 5 ряд провязать по 9 петель по кругу. Провязали 4 и 5 ряд. В следующую петлю делаем соединительный столбик, оставляем ниточку для пришивания и врезаем. Вяжем бородку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Теперь нужно провязать 3 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. 2,
третий и четвертый ряд по 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Это второй ряд. Так вот затягиваем хорошо. И можно либо ножничками, либо палочкой вот так вот выгнуть, так, чтобы форму придать. И все. Первый, второй мы провязали, еще 2 ряда по 6 столбиков. Пятый ряд. Нужно сделать 3 убавки подряд за передние стеночки. Первую убавку, вторую, и третью. Все. Ниточку на первой детали закрепляем. Можно будет обрезать ее. Затем нужно связать еще одну точно такую же детальку, только ниточку на ней уже не обрезать. Мы пришьем этой ниточкой обе детальки. Вяжем голени. Берем пряжу бежевого цвета, провязываем в колечко 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Второй ряд. Во втором ряду нам нужно провязать 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую петлю тоже 2 столбика. Затем нам нужно провязать 3 ряда по 12 столбиков. 3, 4 и 5 ряд. Шестой ряд. Провязываем столбик без накида, в следующую петлю прибавка. И так до конца ряда вяжем. Столбик, в следующую петлю прибавка. Третий раз столбик, прибавка. Четвертый столбик, прибавка. Пятый и шестой ряд. Столбик и прибавка. Затем у нас получилось по кругу 18 петель. Теперь 2 ряда нужно провязать по 18 петель. Это 7 и 8 ряд. Провязали 2 ряда по 18 столбиков. В следующую петлю делаем соединительный столбик, закрепляем ниточку и оставляем длинный кончик для пришивания. Нужно связать еще одну точно такую же детальку. Вяжем лапы. Нам сейчас нужно связать 3 одинаковых пальчика, которые мы будем соединять в лапу. Провязываем в кольцо 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затем 3 ряда нужно провязать по 6 столбиков. В каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, затягиваем. И тоже так же либо ножничками с тупым концом, либо какой-нибудь палочкой форму придаем и вяжем еще 2 ряда по 6 столбиков. Вот я провязала еще 2 ряда. Всего у нас пальчик состоит из 4 рядов. В кольцо амигуруми 6 столбиков без накида и 3 ряда по 6 петель в каждом ряду. Нужно связать 3 таких пальчика. На 2 пальчиках мы
когда провязываем 6 столбиков в последнем ряду, делаем в следующую петлю соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем на 2 пальцах. На 3-м пальчике не обрезаем, будем соединять их. Ставим маркер, вяжем 5-й ряд, соединяем, провязываем 2 столбика ровно, затем в следующую петлю протягиваем ниточку, не заканчиваем столбик, берем 2-й пальчик, тоже также протягиваем ниточку и провязываем все 3 петли на крючке. Затем по 2-му пальчику провязываем 2 столбика, 1, 2. Затем в следующую петлю провязываем незаконченный столбик, берем 3-й пальчик, тоже также провязываем, продеваем ниточку и провязываем 3 петли на крючке. Затем по 3-му пальчику провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Так, теперь следующую петлю 3-го пальчика продеваем ниточку, не заканчиваем. Следующую петлю 2-го пальца продеваем и 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее по 2-му пальцу опять провязываем, продеваем ниточку, не заканчиваем столбик. Теперь на 1-м пальчике также продеваем и провязываем вместе их все 3 петли. И до конца ряда у нас остается еще 2 петли. Провязываем их 2 столбика. 1 и 2. Все, соединили. У нас получилось 14 столбиков. Теперь 6-й и 7-й ряд нам нужно провязать без изменений по 14 столбиков. 8-й ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, вернее 5 столбиков. 2, 3, 4, 5 столбиков. Далее делаем убавку за передние стенки. И еще один раз. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Девятый ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и провязываем убавку. 2 столбика вместе. И еще раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. Десятый ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем провязываем убавку. Затем опять 3 столбика. 1, 2, 3. Затем убавка. Одиннадцатый ряд. Провязываем 2 столбика.
Далее делаем убавку. И второй раз 2 столбика. Убавка. Затем 12 ряд нам нужно провязать 3 убавки подряд. 1, неудобно, 2 и 3-ю убавку. Затем ниточку обрезаем, вставляем ее в иголочку, собираем эти петельки. Так, закрепляем и прячем внутри лапки. И еще нужно связать еще одну точно такую же лапку. Теперь нам нужно пришить вот эту голень к лапке. Так вот. Берем ниточку, которую вязали голень. Я закрепила там с обратной стороны, но можно, когда будете начинать вязать, вот здесь вот мы же набирали в кольцо 6 столбиков, и изначально можно оставить ниточку для пришивания, не обрезать ее там, и тогда сразу будет. Если не оставили, то просто закрепляем с обратной стороны новую ниточку. Вот так вот. Прикладываем к лапке. И просто вот пришиваем как одну петлю на голени, одну петлю на лапке. Так, сейчас посмотрим, сколько тут. Так, захватываем верхнюю часть. Петлю на голени. И опять также одну петельку на верхней части лапки и одну петлю здесь. И вот так вот пришиваем по кругу. Вот такие вот две ножки у нас должны получиться, 2 лапки. Берем пряжу зеленого цвета, будем вязать крылышки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем и вяжем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Во втором ряду провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Первый раз. Дальше в следующую петлю 1 столбик, в следующую прибавка 2 раза и 3-й раз столбик без накида и прибавка. У нас получилось 9 петель. Теперь 2 ряда, 3-й и 4-й ряд вяжем по 9 столбиков. Провязали 2 ряда по 9 столбиков. Далее в следующую петлю провязываем соединительный столбик, одну закрепительную петельку, небольшую ниточку оставить, обрезать. Теперь вот таких детальки нам нужно связать 3 штуки. Вот перышек. Только на первом мы обрезаем, на втором обрезаем ниточку, на третьем не обрезаем. Будем соединять их. Вяжем еще 2 таких детальки.
Все, связали 3 вот таких перышка, на 2 отрезали ниточку, на 3 нет. Сейчас будем их соединять вот в такое вот крылышко. Ставим маркер, провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, и 4. Далее в следующую петлю провязываем незаконченный столбик, берем следующее перышко, и я вот перед соединительным столбиком вот в эту петлю провязываю тоже один незаконченный столбик, и теперь все эти 3 петли на крючке провязываем вместе. Мы провязали последнюю петлю первого перышка и первую петлю второго перышка вместе. Далее провязываем 3 петли по второму перышку, 1, 2, 3. Далее 1 петлю второго перышка не заканчиваем, берем 3 перышко и 1 петлю с 3 перышка провязываем вместе. Вот так вот получается 3 петли на крючке, и провязываем их вместе. Затем провязываем по 3 перышку 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затем последняя петля 3 перышка, незаконченная, и 1 петля второго перышка провязываем вместе. Далее провязываем 2 столбика по второму перышку. Затем последняя петля второго перышка, незаконченный столбик, и следующая петля первого перышка. Опять же 3 петли на крючке провязываем вместе. И у нас осталось 3 петли до конца ряда, провязываем их ровно. 1, 2, 3. Вот так вот мы соединили крылышко наше, 3 перышка. И нам нужно будет сменить цвет на желтый. Для этого я провязываю в следующую петлю столбик без накида, а в следующую петлю соединительный столбик. Ниточку закрепляю и обрезаю. Вот такое крылышко получилось. Затем берем пряжу желтого цвета. Я делаю вот так вот закрепительную петлю, такую петельку на крючке. Вот здесь, где у нас был соединительный столбик, не в него, а перед ним петля, в нее я провязываю столбик без накида. Далее в следующую петлю, которая была соединительная, еще один столбик, в следующую еще один, это 3 столбик, и в следующую петлю еще один столбик, это 4 столбик. Берем эту ниточку. Затем провязываем убавку. За передние стенки петли берем 2 петли и провязываем убавку. 1 раз провязали, второй раз также тоже 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку, 2 столбика вместе. И 3 раз так нужно сделать. 1,
2, 3, 4, убавка. И у нас должно остаться до конца 5 столбиков. Провязываем их ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вот так вот получается. Так, это у нас был 6-й ряд желтый. В нем у нас получилось 20 петель. Вяжем 7-й ряд. Провязываем 8 столбиков, убавка. 2 раза так нужно провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее убавку. Итак, еще раз, один раз нужно провязать 8 столбиков и убавка. У нас получится в конце ряда 18 петель. 8-й ряд провязываем 7 столбиков, убавка. 2 раза нужно тоже провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее убавка. И еще раз до конца ряда так нужно провязать 7 столбиков, убавка. У нас получится 16 петель. 9-й ряд провязываем 6 столбиков, убавка. 1. Что-то эта ниточка все время лезет. 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. И еще раз до конца ряда нужно провязать 6 убавка. У нас получится 14 петель. 10-й ряд провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. До конца ряда еще раз нужно провязать 5 столбиков, убавка. У нас получится 12 петель. 11-й ряд провязываем 4 столбика, убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И еще раз до конца ряда 4 столбика, убавка, будет 10 петель. В 12 ряду нам нужно провязать 5 убавок. 1, 2, 3. На камеру неудобно. 4 и 5. Затем ниточку вытягиваем. Так, нет, еще не вытягиваем. Нам нужно еще сейчас будет стянуть вот это вот отверстие и оставить ниточку для пришивания, поэтому сразу обрежем подлиннее. Вытянем. Сейчас стянем еще отверстие. Я вставила в нитку иголочку и за передние стенки петли вот эти 5 петелек собираем. 1, 2, 3, 4 и 5. Затягиваем отверстие. Все. Крылышко готово. Нам нужно связать еще одно точно такое же крылышко. Теперь свяжем хвостик. Он будет состоять из 3 одинаковых деталей, из 3 разных цветов. Берем любой цвет. Приступаем. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. В каждую петельку нужно теперь провязать по 2 петли. В первую петлю 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика, третью, четвертую, пятую и шестую петлю. Во втором ряду у нас получилось 12 петель. Наш маркер. Третий ряд провязываем 1 столбик, следующую петлю прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. У нас в конце третьего ряда получится 18 петель. Затем с 4 по 7 ряд нужно будет провязать в каждом ряду по 18 столбиков. Это 4, 5, 6 и 7 ряд. 8 ряд провязываем 1 столбик, далее провязываем убавку. И так провязываем до конца ряда 1 столбик, убавка. В конце ряда у нас получится 12 петель. Теперь нужно провязать 9, 10, 11 и 12 ряд без изменений по 12 столбиков, 4 ряда. 13 ряд провязываем 2 столбика, убавка. Всего так нам нужно провязать 3 раза в этом ряду. Еще раз 1, 2 столбика, убавка. И третий ряд. 1, 2 столбика и убавка. Затем 14, 15, 16 и 17 ряд нужно провязать по 9 столбиков по кругу, 4 ряда. 18 ряд провязываем 1 столбик, убавка, 1 раз, столбик, убавка 2 раза и столбик, убавка 3 раза. Третий раз. У нас получилось по кругу 9 столбиков. Теперь нужно 19, 20, 21 ряд провязать. Ой, 6 столбиков у нас получилось. Теперь нужно 19, 20, 21 ряд провязать по 6 столбиков по кругу. Провязали 3 ряда по 6 столбиков. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставив длинный конец для пришивания. Все. Теперь нужно еще из оставшихся вот этих вот 2 цветов связать точно такую же детальку. Теперь будем пришивать гребешок. Берем немного наполнителя, наполняем, чтобы гребешок держал форму просто. Вот так примерно. Вставляем иголочку. Так. И вот прямо по центру вот так вот прикладываем ровненько. Можно приколоть иголочками. Так. Вот так вот. И начинаем пришивать. Я не насквозь пришиваю, а захватываю только, чтобы вот эта верхняя часть снималась. Захватываю петельку вот так вот на желтой верхней вот этой части головы. И одну петлю на гребешке. Вот так вот. Затем опять одну петельку
на голове и одну петлю так вот на гребешке. Все. И вот так вот полностью прошиваем вот эту сторону спереди и вот полностью вот так по кругу. Все, я пришила гребешок. Вот так вот получилось. Теперь пришьем клюв. У меня гребешок получился, вот где мы заканчивали последний ряд столбиков без накида, я считаю, вот эти вот обвязку я не считаю, считаю столбики без накида. У меня получилось здесь вот над 17-м рядом гребешок. Вот здесь вот. Клюв я буду пришивать. Я посмотрела, чтобы как раз бородка была на уровне. Получается, у меня это будет 8-й ряд столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так вот отмечаю и начинаю пришивать тоже только за желтую часть, не насквозь. Продеваю иголку и также точно начинаю пришивать одну петельку на клюве и одну петельку на голове. Так вот. И полностью клюв пришиваем по кругу. Все, клюв я пришила. Теперь пришьем бородку. На одной части бородки я ниточку спрятала, на второй будем пришивать вместе. Можно сразу их вот так вот соединить одной ниточкой. Так. Так вот. И пришиваем прям точно под клювом. Можно даже снять вот так для удобства. И на том же ряду, на котором мы пришивали клювик, и туда же пришиваем прям под клюв, пришиваем бородку. Вот так вот. Все, бородку я пришила. Теперь можно приклеить глазки. Я буду приклеивать клеевым пистолетом. Можно приклеивать клеем момент кристалл. Главное, чтобы он был прозрачный. Просто вот так берем и где-то здесь вот возле клюва приклеиваем глазки. Все, глазки я приклеила. Пока можно не одевать вот эту верхнюю часть, пришьем ножки. Так, берем ножки, наполняем их наполнителем. Потом в ходе пришивания, когда останется небольшое отверстие, нужно будет еще добавить наполнитель. Чем плотнее будет вот эта часть наполнена, тем устойчивее будет петушок. Берем вот эту часть, смотрим, где вам нравится, чтобы был перед. Выбираем, да? И вот здесь вот ровно, где у нас серединка, вот так вот пришиваем. Чуть-чуть, вот не прям вот точно, чтобы вот здесь столько же рядов, здесь столько же, а чуть-чуть вот так как бы назад, чтобы у нас животик образовывался. Вот так вот соединяем, присоединяем, можно приколоть. Вот так вот. И берем любую ножку. Так, вот так вот. И также точно, как все остальные детальки мы пришивали, мы берем, захватываем одну петельку на туловище. Так вот. И одну петельку на ножке.
Опять также одну петельку на туловище, одну петельку на ножке. И так пришиваем обе ножки рядом. Все, я пришила ножки, одела верхнюю часть головы. Так вот, теперь пришьем крылья. Одеваем как вот правильно, чтобы у нас уже была верхняя часть. И смотрим. Вот здесь вот крылья нужно пришить по бокам, на серединке ноги и где-то примерно к ряду, где у нас последний ряд столбиков без накида. Вот так вот отгибаем, смотрим и вот так вот просто пришиваем несколькими стежочками. Вот так. Потом захватываем петельку на крылышки. Так вот. Опять петельку на теле. И также и аналогично пришиваем второе крылышко с этой стороны. Все, я пришила крылышки. Осталось пришить нам хвостик. Берем одну часть из 3 хвостиков и будем пришивать. Где-то вот так сначала среднюю пришьем по серединке. И будем пришивать вверх где-то на 3 ряда. Вот так, чтобы он стоял, держался вот так, что ровно посередине берем. Смотрим, можно вот так по ножкам смотреть. Между ножками посерединке. Прикладываем. И также точно начинаем пришивать одну петельку на теле и захватываем полностью вот эти 2 части хвостика. И затем дальше опять на теле. И вот так обе части захватываем на хвостики. Вот. Опять на теле и на хвостике. Затем вверх поднимаемся на петельку вверх ряд и следующую петельку боковую вот этого ряда. Первого, последнего получается. И опять наверх. Так, как-то, чтобы ровненько. Так. Второй ряд. Здесь тоже петельку боковую. Еще ряд наверх. Так. Теперь в серединке где-нибудь вот так вот тоже прокалываем. На эту сторону выходим. Так, ниже на ряд, да, вышло. Третьим надо. Так вот, чтобы было от начала 3-й ряд. И здесь точно так же с этой стороны теперь пришиваем одну петельку хвостика и опускаемся вниз. Захватываем второй ряд и еще вниз. Начало нашего пришивания. Захватываем первый ряд. Вот. Вот так вот пришили. Ниточку закрепляем, обрезаем, прячем внутри вязания и аналогично пришиваем еще 2 вот эти части по краям. Вот здесь вот прямо вот сбоку тоже на 3 ряда. Вот таким образом. Вот я пришила хвостик.
все, наш петушок полностью готов. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Присылайте мне фото своих игрушечек, либо на электронную почту, либо в соцсети. Все ссылочки под видео. Всем ровных петелек. Пока!